Дорогая, принеси мне тапочки. Домашнее рабство, заботу любимых и тапочки. Женщина и энтропия. Вот так берешься и начинаешь собирать в кучку мысли и заметки с целью запилить материал про доброе вечное. В смысле про азиаток. Потом понимаешь, что контент тянет на 18+, и тебе нужно делать уже 2 ролика. В открытый доступ и приват. Тут приходят комментаторы и пишут такое, что нет уже сил держать в себе, и мне остается только петь. Особенно благодарен не просто комментаторам, но комментаторкам. Благодаря вам я свои заметки буду пилить до конца своих дней. Или до тепловой смерти вселенной энтропии. Смотря что наступит раньше. На днях та самая комментаторка Ольга Смирнова осчастливила нас. Мужчины очень любят, когда женщина молча приносит тапки в зубах. Серпень. Что серпень? Ну, перепончатокрылый серпень. Про тапочки. Тут сделаю важную отсылку. На самом деле мне очень приятны любые комментарии. Это показатель того, что мои слова находят отклик. Как бы меня ни воспринимали, даже если хоть один поймет мое стремление к доброму и светлому, уже прекрасно. Если что, моя высшая цель не унизить или оскорбить, но обозначить проблему. И потому мне было крайне приятно, когда в нашем сообществе в телеге один читатель написал, что я раскрыл ему глаза. Искренне спасибо. И кстати, у нас есть сообщество в телеге, мы там даже общаемся. Упомянутый коммент Ольги Смирновой про тапочки был под роликом «За что азиатки любят наших мужчин. Часть 1». Ахаха, я таки зацепил. Мне стало интересно, я решил покопаться немного поглубже. Ну, тут я нагло и цинично эксплуатирую свою любовь подмечать и анализировать. Прежде всего, давайте подумаем, зачем вообще кому-то приносить тапочки? Куда они, тапочки, вдруг подевались? Какова судьба тех несчастных тапочек? По какой причине их необходимо возвращать к ногам мужчины? Причем вернуть их могут только женские руки. Тут история тянет как минимум на собрание былин, как Василиса Прекрасная за тапочками ходила. Ну или хотя бы на идею для фильма Квентина Тарантино. Не, ну серьезно, я не против, просто давайте разберемся. Ну, так-то я прекрасно понимаю. Наоборот, приносить тапочки фем-активистки используют как символ подчиненности одного человека другому, причем женщине мужчине. И кстати, я как-то не слышал, чтобы если мужчина принес тапочки женщине, это уже западло. Хотя в воздухе завитал призрак баворабства. В нашем же случае Ольга Смирнова предполагает, что некий брутальный мужчинка пытается заставить несчастную женщину являться к нему с тапочками по щелчку пальцев левой ноги. Не, ну все-таки, ну куда тапки до того девались? Ведь не он сам их куда-то унес, значит это она их утащила, а теперь, видите ли, назад возвращать не хочет. Тут уже замах на триллер или детективную историю. Ну ладно, речь про тренировку рабской покорности, служение на уровне раболепства и униженного присмыкания и потакания глупым прихотям. Чекните этот момент, мы к нему еще вернемся. При упоминании тапочек часто фигурирует собака, типа собачья преданность. И тут мне вспоминаются слова: чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. И сказал их не тот, о ком вы подумали, а одна средневековая французская графиня. Вообще интересно, я говорю про необходимость гармонии в отношениях, так и про единство инь и ян, мужского и женского начала. А меня обвиняют в ненависти к женщинам. Я люблю женщин. Правда, не всех. А собаки так вообще прекрасные животные. Меня вот не предала ни одна собака, зато женщины. Ну, примерно как если бы палач подвесил меня на дыбу. В мои руки вбивали гвозди, чем я был бы немного смущен. А палач отец сообщил, что я мешаю ему реализовать его фантазии и вообще противодействую полету и творческой мысли. Ах, ну да, это же наша реальность. Потому что я ни разу не сталкивался, чтобы женщина мужчине приносила тапочки. Зато дрессировку женщин и мужчин я наблюдаю вокруг каждый день. Вы ее тоже заметите, достаточно проявить немного внимательности. Если задуматься, наше общество именно мужчинам в качестве основной модели поведения предлагает раболепство и пресмыкание перед женщиной и ее желаниями. Правда, это ни разу не про равенство. И не про женскую самостоятельность и прочее бла-бла-бла. Я за равенство. Но только это должно быть абсолютное, тотальное равенство прав и возможностей. Но не ситуация, когда все равны, но женская половина равнее. Дорогие мои женщины, делайте что хотите и как хотите. Реализуйте себя как угодно и где угодно. Просто не за счет мужчин. И чтобы 2 раза не вставать и быть последовательным, закон должен быть един для всех. Да, сейчас я договорюсь. Женская аргументация.
Объясняю на котиках. Я. Мужчины, женщины могут ощутить гармонию только вместе. Комментатор К. Ты просто хочешь для женщины домашнего рабства. Я отвечаю. Я говорю про то, что противоположности притягиваются. В каждом из нас, мужчинах и женщинах, есть то, чего нет других. И свой потенциал мы можем реализовать только вместе. Мы разные, это нормально. У каждого своя миссия и роль. Я за то, чтобы каждый нашел свою половинку. Диктат только один – абсолютное уважение к чужим желаниям и потребностям. Это точно не про рабство. Комментаторка. Ты не видишь в женщине личность. Я отвечаю. Открою страшную тайну. Женщин, которые не представляют собой личность, я вообще не воспринимаю. Ну, может, разве что с иронией. Это как разговаривать про жизнь на Юпитере, нечто гипотетическое. Равно как я не вижу, о чем можно поговорить с женщиной без высшего образования, даже современного, скачанного из интернета руразлива. Знаете, личность – это прежде всего труд над собой. Это не есть что-то данное нам по праву рождения. Правда, к тупеньким мужчинам я отношусь совершенно аналогичным образом. Пусть расцветают все цветы, пусть будут все, но альтернативно одаренные пусть будут где-то подальше от меня. А личности я очень уважаю, только их куда меньше, чем хотелось бы. Комментатор К. Ты против самореализации женщин. Я отвечаю, мы разные, это нормально и даже прекрасно. Я только за самореализацию. Я против, когда та самореализация происходит за счет другого человека. Сие уже не симбиоз, но паразитирование. Симбиоты и паразиты – суть две принципиально разные модели поведения. Мужчина должен – это паразитирование женщине на мужчине. Я. Любому мужчине нравится, когда о нем заботится любимая женщина. Комментаторка. Может тебе тапочки принести? Кстати, я хочу кофе. Я отвечаю. Отношения – это когда два человека идут навстречу друг другу. Забота может работать только на условиях взаимности. Когда один все, а другой или другая ничего, это и есть рабство. Или эксплуатация. И как раз женщины предлагают мужчинам домашнее рабство. И лучше раб тот, кто подписывается свою участь добровольно. Объясняя, например, словами «ну, она же девочка». Ловкость рук или подмена понятий. Я привел виртуальные диалоги для того, чтобы было понятна степень манипуляции и подмены понятий. В такой, казалось бы, простой фразе про тапочки. Именно так некоторые женщины агрессивно манипулируют нами с целью на халяву получить наши добытые с таким трудом ресурсы. И еще раз. Продвигаемая женщинами модель отношений ни разу не про реальное равенство. Хочешь равенства или тебе что-то нужно, иди и добейся. Я только за. Делай карьеру и зарабатывай. Обокрасть мужчину – это не про равенство. Однако бывает, что женщины сами заблуждаются. Они несчастны, но все равно раз за разом наступают на привычные грабли. Увы, пока они сами не осознают проблему, помочь им нельзя. Женщины склонны упереться себе во вред и ни за что не признавать свои ошибки. Да-да, слушающие и читающие это дамы, я уже вижу ваши перекошенные праведным гневом лица. На днях ехал домой. По радио шла занятная программа. Слушатели звонили в студию и рассказывали истории про соседей. История. Наши дни. Самая лучшая в мире страна. Женщина каждый вечер выгоняет мужа из квартиры в коридор, в тамбур, где тот и спит. А соседи, кто чем может, помогает мужчине. То есть мужчина достаточно хорош, чтобы зарабатывать деньги, но недостоин находиться в одной квартире с ее величеством женщиной. Притом он, как минимум, нормален, раз вызывает сочувствие у соседей, и те ему помогают. И женщина так и принимает его в дом, а не рвет с ним отношения окончательно. Занятная история, не так ли? Это вот так выглядит современное равенство Woman Edition. Олени, ну когда вы уже очнетесь? На тему заботы. На самом деле комментатор К, Ольга Смирнова, прекрасно показала современное женское отношение к отношениям. Забота о близком человеке воспринимается как унижение. Когда в отношениях женщина считает западло заботиться о мужчине, это явно не про равенство. Явно кто-то считает себя выше другого. Идея проста, раб должен работать. Когда раб сдох, пришло время найти нового раба. Почему это нужно женщинам? Понятно. Ты, мужчина, ответь себе, зачем это нужно тебе? Быть рабом, баба рабом, только твой выбор. Женщины не ставят нас на колени, им это не нужно. Мы на колени становимся сами. Азиатки. И вот казалось бы, при чем тут азиатки? Комментатор К. Нравятся азиатки? Значит, тебе подавай покорную рабыню. Я отвечаю. Покорная рабыня – это точно не про азиаток. Воспринимать их таковыми могут только те, кто по Азию знает по желтым статейкам и форумам специфического содержания и коричневой вонючей консистенции. Азиатки в массе своей доброжелательные, заботливые, ласковые. В отличие от... и да, именно потому мне азиатки и нравятся. Комментатор К. Нравятся азиатки? Ищешь простых путей? Я отвечаю. Да, и чё? Жизнь и так сложна, зачем ее дополнительно усложнять? Я лучше потрачу ресурсы на отвечающую мне взаимностью добрую женщину,
чем буду бесконечно заливать ресурсы в черную дыру под названием отечественный натурпродукт. Фига ли мне подписываться на отечественный натурпродукт только лишь потому, что мне наша женщина предлагает лишь бесконечные проблемы. Для отношений с нашими, не имеющими аналогов, я слишком хорошо знаком с азиатками. Да и вообще, умею считать в свое время деньги и нервы, так и продакт-менеджер. Кстати говорю, про черную дыру очень скоро в нашей группе на Бусти будет материал. Название «Как устроен мозг женщины». Холодок по коже, гарантирую. Альтернатива. И кто виноват, что реальную альтернативу предлагают лишь азиатки? Точно не я. Я всего лишь вижу возможности. Не я создал ситуацию, что гармония инь-ян возможна лишь женщинами из Азии. Это не мне, не нам, мужчинам, стоит задуматься что-то менять. Впрочем, что там решат наши женщины, для меня уже не важно. Свой выбор по поводу азиаток я уже сделал. Чего, блин? И я не из мужского движения. В возможность что-то поменять я не верю. Я хочу пользоваться возможностями, которые предлагают мне азиатки. И вот мы возвращаемся к нашей гипотетической истории с тапочками. Если мужчина заботится о своей женщине, и эта женщина азиатка, ей совсем не впадло будет принести ему те самые тапочки. Просто она воспринимает сие не как акт покорности или подчинения. Как раз для азиатов характерно кристаллизованное, местами даже гипертрофированное чувство собственного достоинства. Привыкшим к жизни на коленях это не понять. Для азиатки принести своему мужчине тапочки – проявление заботы. Для их культуры забота – норма. Это естественно как дышать, а выводы делайте сами. Кушать подано.